Здравствуйте, дорогие зрители! С вами Саша. На этом канале делюсь вкусными и полезными рецептами. Сегодня покажу, как приготовить вкуснейший бисквитный рулет с воздушным тестом и нежнейшей творожной прослойкой. Этот рулет сытный, низкокалорийный, с оптимальным сочетанием белков, жиров и углеводов. В общем, полный восторг. К тому же готовится он вполне просто. Главное знать важные нюансы, которые обязательно расскажу в этом видео. Для вашего удобства снабдила видео навигацией по времени, смотрите ее в описании. Давайте начнем с самой ответственной части, с приготовления бисквита. Сначала смешаем просеянную через сито овсяную муку, разрыхлитель, подсластитель по вкусу. У меня 4 грамма фитпарада номер 7, ванилин по желанию. Перемешиваем. Далее нам нужно отделить белки от желтков. Проще всего, на мой взгляд, разбить яйца в миску и аккуратно руками достать желтки. К желткам добавим кефир. В принципе, можно и без него, но тогда тесто получится слишком густым и липким. Его будет трудно подмешать к белкам. Тщательно перемешиваем. Добавим смесь сухих ингредиентов. Еще раз перемешиваем. Должна получиться текстура жидкой сметаны. Далее займемся белками. Нужно их взбить до устойчивых пиков. Для этого миска должна быть сухой, обезжиренной, то есть в нее не должно попасть частичек желтка. Для самого лучшего взбивания и устойчивых пиков белки должны быть комнатной температуры, а взбивать их нужно на скорости не выше средней. Чтобы узнать, достаточно ли взбиты белки, просто переверните миску. Если масса остается на своем месте и не выливается, значит готово. Теперь нужно подмешать овсяную смесь к белкам. Для этого очень рекомендую обзавестись силиконовой лопаткой. Она не повреждает структуру белка, и тесто остается воздушным. К тому же она идеально собирает остатки продуктов, например, со стенок миски. Лучше всего визуально поделить овсяную массу на 3-4 части и аккуратно, не торопясь, небольшими порциями подмешивать ее к белкам. Чтобы не нарушить структуру белка, мешать нужно в одном направлении, снизу вверх. Постарайтесь перемешать тесто как можно тщательнее, без комочков. Получается вот такая воздушная масса. Теперь положим силиконовый коврик на противень. Их размер укажу в описании к этому видео. Вместо силиконового коврика можете использовать качественную пергаментную бумагу для выпечки. Если не уверены в качестве покрытия, лучше смажьте дно маслом. Еще как вариант можно добавить 10 грамм растительного масла на этапе смешивания сухих компонентов с желтками. Выливаем массу на коврик, разравниваем. Толщина должна получиться чуть меньше сантиметра. Но если будет меньше, нужно будет просто аккуратнее скручивать. А если больше, просто увеличится время выпечки. Отправляем в заранее разогретую до 180 градусов духовку. Время выпекания 8-12 минут. У меня прошло 10 минут. Достаю бисквит из духовки. Даю остыть буквально минутку и приступаю к скручиванию. Бисквит очень нежный, просто так скрутить его будет проблематично. Поэтому скручиваем прямо в пергаменте или в силиконовом коврике в плотный рулет. Можно еще потом замотать в полотенце или в пищевую пленку. Оставляем рулет остывать. Тем временем займемся начинкой. Начинка может быть любой. Если она получается немного жидкой, лучше добавить крахмала, иначе все потечет. Сегодня покажу любимую творожную начинку, которая в один момент заиграет другими красками и вкусами, если туда добавить ягоды. Смешиваем рикотту с подсластителем. У меня 250 грамм рикотты, но можно и больше. Взбиваем до однородности. Можете сразу взбить рикотту с ягодами, я же сделаю это отдельно, что позволит выложить начинку слоями. Для сладости можете добавить к ягодам подсластителя, мне хочется кисленького, поэтому я этого не делаю. Бисквит остыл, разматываем его, выкладываем на основу ягодную смесь, тщательно распределяем, затем творожную смесь. Можете добавить только творожную смесь, получится тоже очень вкусно. Чтобы прослойка не вытекала, по краям лучше оставить минимум начинки. А с того края, где будете закручивать, добавьте начинки побольше. Тогда в центре рулета не будет пустот. Закручиваем в плотный рулет. Немного прижимаем его рукой. Заматываем в полотенце или пищевую пленку. Я замотаю снова в силиконовый коврик. Отправляем в холодильник где-то на час, чтобы рулет хорошо пропитался. Прошло около часа. Достаю рулет. Для красоты отрезаю кончики. Украшаем по желанию. Например, можно ягодами, розочками из рикотты, растопленным шоколадом, кокосовой или шоколадной стружкой или сахарной пудрой. Смотрите, какой рулет у нас получился. Красивый, вкусный, без вреда для фигуры. Попробуйте приготовить этот рулет, и он навсегда останется в копилке ваших любимых рецептов. Всегда буду рада обратной связи в виде ваших лайков, комментариев, подписок и пожеланий к будущим видео. Всем приятного чаепития, здоровья и красоты. До встречи в новых видео.